На часах сейчас 3 ночи, и я начинаю свою долгую дорогу в Дубай. Сейчас 5 утра, у меня вылет чуть меньше, чем через час, и получается через 20 минут открывается посадка на рейс. Я полечу сначала в Монреаль, лететь всего 45 минут с Оттавы, это очень близко на самом деле, а потом из Монреаля я полечу в Дубай. А вот это уже очень долгий перелет, и он длится примерно 13 часов. Взяла себе свой любимый напиток, называется French Vanilla, и маффин с черникой. Я прилетела в Монреаль почти в 7 часов утра, и рейс в Дубай у меня через 3,5 часа. И знаете, я поспала всего лишь полчаса перед этим путешествием. Посмотрим, какой я буду к концу дня. Вот наш самолет, на котором я обратно полечу в Дубай. С возвращением меня обратно в Дубай. Если честно, то ощущается как дом, по правде говоря. Да, я вернулась из Канады обратно в Дубай после окончания учебы. Если честно, первоначальный план был совсем не такой. Я искренне надеялась, что Канада станет моим новым домом, но все сложилось иначе. В начале своего второго семестра учебы я стала задумываться о том, какие будут мои следующие шаги после выпускного, и изначально я планировала получить диплом, податься на разрешение на работу или Postgraduate Work Permit, и потом как можно скорее найти работу в Канаде и начать там работать. Однако было два больших «но». Первое «но» — это то, что моему мужу к концу зимы до сих пор не выдали канадскую визу, хотя мы думали, что это будет крайний срок, когда он присоединится ко мне в Канаде. Мы изначально не подавались на визы одновременно. Сначала мы решили подождать, пока одобрят мою визу, и как только мне выдали визу и я улетела в Канаду, муж подался на свою визу. Это было осенью. И опять же, к концу зимы до сих пор никакого ответа не было, и у нас не было в планах надолго расставаться. Переезд в Канаду всегда был нашим совместным семейным проектом, поэтому неопределенность по поводу визы мужа и вообще выдадут ли ее в итоге или нет, и когда это произойдет, все это очень угнетало, и мы постоянно прокручивали в голове разные сценарии, что случится, если визу не выдадут, что случится, если процесс затянется на неопределенный срок, и, конечно же, это прибавляло тревожности и стресса. И в то же время в своих мыслях я часто возвращалась к жизни в Дубае, и я поняла, что на самом деле я скучаю по своей старой жизни и по городу, но, по правде говоря, долгое время я не могла понять, скучаю ли я по Дубаю из-за того, что вокруг меня слишком много нового, и мне хочется чего-то привычного и понятного, или же действительно мне не очень подходит образ жизни в Канаде, и мои ожидания разошлись с реальностью, и поэтому я хочу для себя чего-то другого. И вот так на протяжении где-то 3-4 месяцев я постоянно металась между этими двумя вариантами. Иногда я хотела все бросить и улететь в Дубай, а потом в какой-то момент я вспоминала, сколько сил, времени и денег мы с мужем вложили в этот переезд, и мне казалось, что будет очень глупо уехать из Канады, не пожив там хотя бы год, и что, возможно, я делаю какие-то поспешные выводы, и что мне нужно приложить больше усилий, чтобы полюбить эту страну и найти какие-то дополнительные плюсы. И такие размышления постоянно были у меня в голове на фоновом режиме, и, конечно же, они отнимали очень много энергии и прибавляли тревожности. И в итоге в какой-то момент, с помощью психолога, кстати, я проанализировала оба варианта. Первый — я возвращаюсь обратно в Дубай после получения диплома,
И второй, я остаюсь в Канаде, несмотря на то, что произойдет, например, с визой моего мужа. И когда я сравнивала эти два варианта, я представила, как выглядела бы моя жизнь в Дубае и в Канаде через год, через 3, через 5 лет. И мне пришлось посмотреть правде в глаза и признать себе, что за 7 месяцев жизни в Канаде у меня не появилось ощущение, что я хочу строить свое будущее в этой стране. И поверьте, на самом деле мне было очень тяжело себе в этом признаться, потому что я очень много каких-то надежд связывала с переездом в Канаду, и если ты принимаешь решение вернуться обратно, как будто бы все вот эти потраченные усилия, может создаваться такое впечатление, будто бы это все было зря и в итоге не привело к желаемому результату, поэтому это было действительно очень тяжелое решение. И, конечно же, я думала о том, что, возможно, мне нужно дать себе больше времени, и что мое мнение о жизни в Канаде поменяется, если, например, со мной рядом будет муж, или если я перееду жить в другой город. Но в то же время я понимала, что это всего лишь часть общей картинки, и что у жизни в Канаде есть определенные минусы, с которыми мне будет сложно смириться в долгосрочной перспективе, и в отношении которых я мало что могу поменять. И, кстати, я снимала видео на тему 4 самых больших минусов, с моей точки зрения, жизни в Канаде, и это видео продолжает набирать просмотры. Мне кажется, что после этого видео у кого-то могло сложиться впечатление, что я очень негативного мнения о Канаде, хотя на самом деле это абсолютно не так. У Канады, как у любой страны, есть свои плюсы и минусы. Меня в комментариях под тем видео кто-то начал осуждать за то, что я приехала в чужую страну и сижу ее критикую, вместо того, чтобы предлагать какие-то решения, или что я делаю слишком поспешные выводы. А кто-то даже написал, что если меня что-то не устраивает, то все проблемы решаются через аэропорт. Я вас услышала, и, как вы видите, я даже воспользовалась вашим советом. Но, серьезно говоря, минусы, о которых я упоминала в том видео, конечно же, повлияли на мое решение уехать из Канады. И в том числе я для себя поняла, что если я останусь жить в Канаде, то не смогу постоянно путешествовать за границу, что для меня очень важно. И только оказавшись в Канаде, я остро осознала, как далеко мы с мужем будем от наших близких и родных, которые живут в Эмиратах, в Египте и в Беларуси. И на самом деле до переезда в Канаду мне не казалось, что этот пункт будет какой-то большой проблемой. Мне казалось, что я готова этим пожертвовать ради каких-то новых возможностей. Но в итоге, оказавшись в Канаде, я это все очень остро осознала. И я поняла, что я не хочу увидеть своих близких родственников, родителей, сестру, друзей раз в год, а то и реже, чем раз в год, и что все-таки жизнь очень короткая, и мне хотелось бы как можно больше времени проводить с близкими людьми, даже если я живу не в родной стране, а за границей. И вдобавок я поняла, что им тоже будет нелегко в случае чего приехать к нам с мужем, поэтому это тоже стало одной из причин, по которым я все-таки решила не жить так далеко от родины. Итак, к началу мая я приняла решение уехать из Канады после выпускного, когда получу диплом. И потом, как раз в середине мая, через пару недель после того, как я приняла это решение, моему мужу пришел отказ в визе. И я, если честно, восприняла это как знак, что, видимо, сейчас на данном этапе все-таки нам с Канадой не по пути. И, по правде говоря, уезжала я без сожалений, но все-таки у меня на душе остался неприятный осадок, потому что за то время, что я прожила в Канаде, я успела завести новых друзей. Мне очень понравилось учиться в Канаде. И если вы рассматриваете эту страну как страну для получения нового высшего образования, я очень советую поближе к ней присмотреться, потому что в плане образования я осталась очень довольна. И также я готовилась к этому переезду 2 года, и мы с мужем вложили в него очень много денег, сил, времени. И я очень сильно надеялась, что вот, наконец-то, мы переедем жить в Канаду, и больше мы не будем никуда переезжать, и наступит какая-то тихая, спокойная, размеренная жизнь, потому что, если честно, раньше мне казалось, когда мне было 20, что очень классно жить в разных странах, постоянно переезжать с места на место,
но сейчас мне почти 27, и мое мнение по этому поводу поменялось. Мне уже хочется, если честно, где-то осесть и просто жить свою спокойную, размеренную жизнь с какими-то рутинами, периодическими путешествиями, чтобы я могла проводить как можно больше времени с близкими мне людьми. И я знаю, что если захочу вернуться в Канаду, то найду для этого возможность. А пока что я планирую в ближайшие годы строить свою жизнь в Дубае, а дальше посмотрим, как все сложится. Спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующих видео, которые будут из Дубая и из Беларуси. Пока-пока, до скорого!